Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы начинаем прохождение игры Call of the Sea. Что? Что такое? Давай. Давай новую игру. Правильно. Загрузка. Что это было? Что это за голоса? Пролог «Семейное наследие». Прекрасно. Это я. Я под водой. Почему я под водой? У меня есть... О май гад, я не хочу быть под водой. На что я надеялась, выбирая игру под названием «Зов моря» вообще? Для тех... Где я? Для тех, кто не знает, я не боюсь никаких хорроров, ничего, типа, всяких там... ничего вообще такого. Единственное, чего я боюсь в играх, это быть под водой. Я не знаю, почему, с чем это связано, боюсь чего-то большого. Возможно, у меня мегалофобия, не знаю. Мне знакомо это место, я уже здесь была. И типа... На ту же фазмофобию, какую фазмофобию, подожди, как она называется? Игра знаменитая. Я ее когда-то очень давно на стримах проходила. Боже, как она называется? Я была здесь всю свою жизнь. Заперта, как в ловушке. Не помню, как она называется, но знаменитая игра. Сабнавтика, во. Вот это для меня страшно. Лестница. Я опять карабкаюсь по лестницам. Да? Мне нужно выбраться. Голоса, они зовут меня? Куда? Какие голоса? Почему я не слышу? Моя старая музыкальная шкатулка, она сломана. Мне нужно ее починить. Нужно найти ее, нужно... Очередной кошмар. С тех пор, как моя матушка умерла, оставив мне эту шкатулку, редкая ночь обходится без них. Гарри всегда говорил, что мое странное наследство как-то связано с болезнью, терзающей нашу семью. Если врачи не могут найти для нас лекарства, я сделаю это сам, сказал ты. Похоже, ты сам потерялся где-то, пока искал его. Не думаю, что когда-нибудь смогу. Прошу прощения, мадам, но остров уже виден. Мы спустим лодку через минуту. Большое спасибо, капитан Ходжсон. Я сейчас выйду. Да? Ладно, пора собирать вещи. Это, конечно, все прекрасно. Ага. Я всегда мечтала о путешествиях, хотя без тебя, Гарри, это все не то. Имя Нора Эверхарт, пункт назначения ПП это Таити. Дата прибытия 1 ноября 1934, пункт отправления Сан-Франциско. Окей. Да, ладно. Это, конечно, не старинная большая ванна, но нельзя же всегда получать именно то, о чем мечтаешь. Это умывальник типа? Хорошо, что я теперь могу ходить без нее. Трость. Открыть можно что-то? Инвентарь есть? Нет? Ладно. Дневник. Удивительные приключения Норы Эверхарт, преподавательницы искусства. О, дневник. Прикольно. Мемуары о моем выдающемся путешествии. Нора, запомни это число. 506. Окей. Журнал. О боже, давайте прочитаем, ладно. 1 ноября 1934 года. Наконец-то я на Таити. Найти информацию об экспедиции Гарри оказалась непростой задачей. Я, должно быть, обошла весь ПП, это расспрашивая о ней, но, похоже, никто ничего не знает. Что ж до того места примерно в 74 милях к востоку от Таити. Некоторые местные жители упоминали, что там есть остров, но больше ничего о нем не говорят. Кажется, они считают его проклятым.
Я познакомилась с английским моряком, капитаном Ходжинсом. Он знал некоторых членов экипажа китобойного судна «Леди Шеннон». Судя по всему, этот корабль доставил американскую экспедицию на остров к востоку от Тайти. По словам Ходжсона, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он последний раз видел леди Шеннон или кого-то из экипажа. Как и всякий хороший моряк, капитан суеверен. Я что, сошел с ума? Я не собираюсь рисковать своей жизнью своей команды, отправляясь на этот проклятый остров. Что это сейчас? Это не начало? Окей. 4 ноября 1934 года. После 3 дней упрашиваний мне удалось убедить капитана Ходжсона отвезти меня на остров. Поберегите деньги, миссис Эверхарт. Достаточной наградой будет, если вы от меня отцепитесь. Кажется, у этого ворчаливого старого моряка доброе и нежное сердце. Окей, давайте прочитаем тогда сначала. 6 июля 1934 года. Прошел месяц с тех пор, как я получила последнее письмо от Гарри. На нем стоял штамп Сан-Франциско. Гарри писал, что информацию о моей болезни можно найти в Тихом океане. Я надеюсь, его молчание вызвано только скоростью доставки почты. 14 июля. Прошлой ночью мне приснился еще один яркий сон, но на сей раз он отличался от прочих. Я увидела вдалеке странный остров. В самом центре острова, перед окутанной туманом горой, возвышался огромный каменный обелиск, и я проснулась в холодном поту. 16 сентября. Я постоянно просыпаюсь посреди ночи от странных снов. От Гарри по-прежнему никаких вестей, а тем временем прошло целых 3 месяца. Будь проклята моя болезнь. Мой муж пропал, и я едва держусь на ногах, и через пару минут уже падаю от усталости. 10 октября. Загадочное предложение, написанное на фотографии моего мужа. Древняя каменная реликвия, похожая на нож латунный ключ с выгравированными на нем буквами КВ. Все это почтальон вчера принес мне в посылке с почтовым штемпелем Таити и без имени отправителя. Найди его. 74 морские мили к востоку от Атахейта. Пролистав пару книг по истории географии, я обнаружила, что Атахейта — это просто старое название Таити. Посылка оттуда пришла. Что все это значит? Таити, может, Таити, как правильно? Как бы то ни было, я приняла решение. Пускай я все еще чувствую себя как в тумане, я должна сделать все, что в моих силах. Мне будет нелегко, но я найду своего мужа, чего бы мне это ни стоило, даже если для этого придется отправиться на край света. 14 октября. Отправившись по следу Гарри, я села на поезд в Сан-Франциско. В Мэдисон Билдинг узнала, что 25 мая Гарри купил 6 билетов до Таити на пароход Кармель. Опять Таити. Кстати, то ли из-за свежего воздуха, то ли из-за морского бриза, но я чувствую себя намного лучше. 19 октября. Сначала я отправлюсь на океанском лайнере на Таити. Если Гарри там не будет, мне придется найти корабль, который отвезет меня на 74 морские мили к востоку от Таити. Это будет нелегко и весьма недешево. 23 октября. Я так скучаю по морю с тех пор, как мы с Гарри переехали в Денвер. Обожаю сидеть на палубе и смотреть, как лунный свет играет на воде. Это очень успокаивает. Так, а это мы уже видели. А в заметках это все? Да. Ага. Думаю, проведя так много времени за чтением этой книги, я кое-что узнала о культуре Полинезии. Угу. Кажется, это переводится как «Чудеса южных морей». И о чем я только думала, когда брала все эти платья в поездку. Кажется, с багажом я переборщила. Боже, что за мной? У капитана, еще раз давай, у капитана Ходжсона очень необычный вкус в украшениях. Давайте пропустим этот момент, я не знаю, что это было, иногда так происходит, и все. Мне нравится эта песня. Надо бы прикрыть руки, когда буду выходить из каюты. Не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я выступаю в шоу уродцев. Мне доставили на дом очень странную посылку. Я сложила все ее содержимое в чемодан и заперла его. А, это то, что мы читали. О боже, у меня дырявая память, я опять забыла код. Слава богу, я всегда беру с собой дневник, чтобы все записывать. Да, 506. Дано? 506? Вот так, теперь откроем. Этот странный острый артефакт попал ко мне в дом в посылке.
Угу. Красиво, красиво. Я видела этот остров в одном из своих тревожных снов. Я нарисовала его, как только проснулась. Слушай, а знаешь что? А чё б мне тут такого сфоткать, чтоб я могла это взять на превьюшечку, а то пока что ничего не вижу красиво. Ну ладно. Харри Эверхарт. Мой муж, мой напарник и мой сердечный друг. Вот он и ключ с выгравированными на нем буквами КВ и странными инструкциями. Ага. Найди его. О, а давай его возьмем на превьюшку. Это ее муж, да? Прикольно, прикольно выглядит. В смысле? Извиняюсь, скрин был? Я надеюсь. Все, я могу идти? Все готово, мадам. Моторная лодка ждет вас. Да, я типа должна идти, да? Ладно, Нора. Отныне ты сама по себе. А, это все, это был пролог. Это мы получили ачивку. Опускайте моторку, поосторожнее с вещами, миссис Эверхарт. Мы вернемся за вами через 3 дня. Очень надеюсь, что вы найдете своего мужа, мадам. И я надеюсь. До встречи через 3 дня. Пожалуйста, будьте осторожны на этом острове. Вы же знаете, что о нем говорится в легендах. Постараюсь. Спасибо, капитан Ходжсон. Хорош. Глава 1. 74 мили к востоку от Атахейта. Ну, вот я здесь, посреди океана, после путешествия через полмира. Всего в нескольких милях от того места, где должен быть мой муж. Ты уехал год назад, чтобы найти лекарство от моего недуга. Твои письма поддерживали связь между нами, но внезапно они перестали приходить. Что случилось, сердечный друг? И что же ты нашел? Сердечный друг, как мило. Что бы это ни было, она заставила тебя зафрахтовать корабль и отплыть из Сан-Франциско на Таити, а оттуда сюда, на остров посреди Тихого океана, название которого местные жители боятся даже произносить. Все знакомо. Все это знакомо. Это просто невероятно. Это тот самый остров, который мне снился? Это не может быть просто совпадением. Ага. Ой, как ярко, аж как-то глаза заболели, правда. Серьезно. Не знаю, у меня вроде в последнее время игры были не такие яркие, сейчас оно так... Ух. Не то чтобы это плохо. Это очень ярко. Итак, давайте ставить ставки, почему жители боятся этого острова. Прекрасный райский остров, окруженный смертоносными рифами и защищенный копьями, чтобы никто не мог высадиться на нем. Почему? Вот давайте подумаем, почему. Здесь какие-то... Что-то не так с этим местом. Какие-то, там, я не знаю, люди шаманские или какие-то существа страшные или что. Не думаю. Больше склоняюсь к тому, что тут какое-то, не знаю, проклятие. А ты вставать будешь сегодня? Хорош. Хорош. Ладно, Гарри, посмотрим, смогу ли я найти здесь твои следы. Может, зеленый фон сделать? Ладно, потом в следующий раз сделаю. Ракушку хочешь поднять? Ракушку хочешь поднять? Ходить, бегать ты не умеешь? Я знаю, что это просто резонанс, но мне нравится прикладывать их к уху, слушать шум. Прикольно, хочешь приложить? Да, мне, кстати, тоже нравилось в детстве это делать. Сейчас как-то... Палатка. Кто-то недавно был на острове. Ну, очевидно, твой муж. Это Виво, флейта, на которой полинезийцы играют носом. Я не буду это делать, играть. Миниатюрная ва, полинезийское каноэ. Прекрасная работа. Окей.
Опа. Значит, это совершенно изношено. Лезвие затупилось. Это кровь или что это такое? Это по-французски. Я поняла только два слова. Остров и смерть. Срочно, срочно переведите, 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 если кто-то знает французский, пожалуйста. Я вообще не знаю французский. Должно быть это предостережение об опасностях на острове. Эх, блин, сюда б мою маму, она знает французский. Кто-то рубил пальмы, много пальм, может быть, чтобы построить что-нибудь. Так, а, дорогая, ты сюда с чем приехала в целом? У тебя там еда, запасы какие-то есть? Это у нее в этом сундуке вот эти вот вещички, которые нам показали, письмо, фотография, да, и чё? И зачем она нам, скажи, пожалуйста? Типа, а есть ты как будешь? Я чувствую себя отлично. Думаю, даже смогу идти быстрее, чем обычно. А обычно ты типа не можешь идти быстро, да? Но очевидно, она болеет. Только чем она болеет, это еще вопрос. Ой, мне не нравится тут. Мне не нравится. Вообще страшно. Эти значки, похоже, изображают море. Я запишу их в своем дневнике, и это может пригодиться. А ну покажи. А, ну понятно, начнется сейчас. Фотонный ключ. Заметки, журнал. Так. Я приехала на таинственный остров в 74 милях к востоку от Таити. И рыбаки вернутся за мной через 3 дня. Надеюсь, этого времени мне хватит, чтобы найти тебя, сердечный друг. Почему она называет его сердечный друг? Это, конечно, мило, но... О, тут появляются всякие штучки. Прикольно. Да блин, я забываю, выходить не так. Это прикольно, давай идти быстрее. О, смотри-ка, потемнело. А почему? А, нет, показалось. А, ну солнце, короче, за тучки спряталось просто. Хорошо. Ой, это что? Подношение из перламутра. Весьма ценное для полинезийцев. О, какие цветочки. Ой, а это что? Это что? Это что? Как залезть? С другой стороны, наверное. Ну ладно. Похоже, они открываются с другой стороны. Зачем это вообще закрыли и кто это закрыл? Погнали. Красивые цветочки, слушай. Да. Эти деревянные фигурки называются уну. Похоже на рассказ о чем-то. Окей. Я все равно не знаю, что здесь написано. Прекрасно. Это чё? Темно как-то. Да, ладно. Костяной рыболовный крюк. А взять ты его можешь? Нет, только посмотреть, потрогать. Окей. Чё это? Камень. Прикольно. Может, они выглядят безобидно, но кто-то явно не хочет, чтобы чужаки попали на этот остров. Какое красивое подношение из цветов. Ага, красиво. Ну да, я думаю, что кто-то не очень доволен, учитывая количество вот этих вот шипов, деревянных колов. Тут, ну да. Как-то странно. Ящик КВ? Это же те инициалы, что на ключе. О, давай. Он подошел. Тот, кто прислал мне ключ, был здесь. Инструмент для резьбы?
Там, где камень с... короче, вот тут рядом. Это прекрасно. Это уже напоминает игру в поход старьевщика. А оно там лежит или мне туда его положить надо? Ну, подожди, тут оно рядом. Давай сходим. Вот здесь. Вот камень. Смотрите-ка, что тут спрятано. И что это за шапка? Ну, я взяла. А вот это я взять не могу? Не могу. Судя по тому, что я читала, полинезийцам не нужны двери. Так зачем же строить такую огромную? А их... одна. Что-то получилось. Первый раз в жизни нарушаю границы частной собственности. Мое детство в Ньюбери-порте было тихим и законопослушным. Что это? Что это? Что это? Что это? Мне показалось, что это подвеска или это и есть подвеска. Ладно. Видать, нам оно не надо. Что-то меня смущает. И как ее не смущает? Этот остров, который типа... Извиняюсь, что? Который типа заброшен, а тут вот ось такая херня малята. Извини, мисс, я забыла твое имя, фамилию. Какого? Это же Гарри? Гарри? Ты был здесь? Ты был здесь, и я тебя нашла, черт возьми. О, ну где же ты сейчас? Где все? Куда вы отправились? Судно Леди Шеннон, груз. Знакомое название, надо посмотреть в дневнике. Да, мы помним, мы это читали. 6 человек, хрупкое оборудование, несколько ящиков с оборудованием, оружие и взрывчатые существа, прочитала. Припасы на 3 недели. 3 недели, прикольно. Механический мост тоже не соответствует полинезийским традициям. А тебя не смущает ничего на нем? Нет? Может быть? Это напоминает мне игровые автоматы, которые мы с Гарри видели на пирсе в Атлантик-Сити. Это их полинезийское... Что? Ну ладно, я пока все равно этого не знаю, да? Или... Ладно, пофиг, потом. А давай посмотрим дневник, может. Так, Гарри был на этом острове, и я надеюсь, что он все еще здесь. Я нашла фотографию всех членов экспедиции. Мне кажется, что я смутно узнаю некоторых из них по письмам, которые он мне прислал. Но куда они делись? Может, они где-то разбили лагерь? Заметки. Так. Ее не смущают висящие там вот в виде каких-то мешков. Сами знаете, на что похожих. Уже много лет я не хотела на такие дальние прогулки. Свежий воздух творит со мной чудеса. А это не воздух свежий, это все этот остров. Тут какая-то супер тайна. Наверное. Чего? Прекрати. Так, ладно, главное не потеряться. Я могу. И вперед только. Нет, стоп, пошли сюда пока. Я чувствую, что здесь, в этом мангровом болоте, воздух плотнее. В каком болоте? Опа.
Солнечные лучи проходят насквозь. Еще один символ. И это солнце. Окей. Ну, типа, у нас есть два символа. Я полагаю, это для как раз того моста или что это было? Типа моста. Теперь я пересекла полмира и не против пересечь вторую половину. Но я должна делать это с тобой. Ну, с Гарри в смысле. Она... Подожди, я как-то не прислушалась. Она в оригинале говорит, что тоже, типа, мой сердечный друг. О боже, ну все, я запутаюсь, тут слишком много ходов. Хамбес. О, какая красота. Как же назывались эти птицы? Лори. Рубиновые лори-отшельники. Как назывались? Попугай. Це попугай. Попуга. Все. Извините. Вокруг этого уна разбросаны перья лори. Я зарисую этот символ на своем дневнике. Полинезийские вожди делают украшения на голову из перьев лори. Какой прекрасный сувенир. Ну так себе, не знаю, не знаю. О, это вход. Короткий путь. Очень удобно. Хорошо, короткий путь это вообще отлично. Вообще забыться. Что сидим? Ничего? Ну ладно. Так, что тут есть? Что еще? Не туда. О, угу. Сюда мы идти не хотим. Не хотим, и не надо. Так, теперь надо найти назад дорогу. Точнее, назад... Вот где я сейчас вообще? А, я оттуда пришла? Да. С помощью такого пруда полинезийцы ловят рыбу. Внутри есть еще один символ. Еще один крючок. И зачем они тут? А крючки-то мне надо или что? Это уже второй. Какой прелестный горный пейзаж. Да, подожди, это все? Все я собрала символы. А чем мне с ними делать теперь? Это куда ход? Угу. Так, подожди, это получается, я обошла все эти места, и теперь я как раз, походу, должна что-то придумать здесь. Что-то сделать. Давай. Что именно? Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук, тут их тоже 5. Значит так, вот так, допустим. Я не знаю, в каком порядке, но пусть будет так, вот так. Потом какие-то вот здесь волны и стрелочка. Где волны? Волны, стрелочки. Нет, не так. А что не так? А как так? Где-то должна быть какая-то подсказка, как именно ты хочешь, чтобы... Вот. Солнце, птички, горы, вода, рыбы. Логично. Солнце. Птички. Горы.
вода, рыба. Ну, кажется, я сорвала джекпот. Видимо, это мой билет на переправу. Ее не смущает? Или это... это что, просто для... окей, это не ее не смущает, это я ошиблась, походу. Думаю, что это что-то плохое. Хотя, вдруг, подожди, давай подойдем, потыкаем, что это. Потому что выглядит, как-то... Так, осторожно. Типа, что ты такое? Ну ладно, окей, пофиг. Вообще нам надо заканчивать. You know? Так. Переход, походу, в другую главу, да? Достижение получила. Мы прошли первую главу. Как раз надо заканчивать. Мы прошли, и мы заканчиваем. Давай. Сколько же я ходила? Я потеряла счет времени. Глава 2. Экспедиция Эверхарта. Как ты? Ты жив? Это я своему ноутбуку. Да, давайте на этом закончим. И, в целом, игра интересная. Я смотрела full-time game, и она примерно, думаю, где-то часов на 5 примерно. Но сколько мы ее будем проходить, я не знаю. Да и не особо-то это и важно. Пофиг. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.